уже и Christmas Time. Это уже радует, это уже радует. Идем смотреть, где наши стойки регистрации. Так, Визейр у нас. Сейчас посмотрим. У нас вылет 0:15. Вот я вижу, вроде все по тайму, по времени. Наши стойки 30:33. Все, сейчас пойдем. 30:33. Где наши стойки? 30. А, вот. А, кстати, людей там мало как. Я думала, будет много. Мы летим в Софию. Это Болгария. Первый раз. Никогда там не были. Идем на регистрацию. Сегодня в меню эмпанадос. В принципе, не нужно ехать ни в Аргентину, ни в Барселону, чтобы поесть эмпанадос. Можно просто приехать в Армению и отведать эти вкусности здесь. Водичка в дорожку с кексиками и такие вот десертики. Ну и, конечно, перед дорожкой у нас небольшой аперитиво. У каждого свой. Везде поставили елочки. Очень красиво. Там даже вот игрушка сидит в виде Деда Мороза. Я даже не поняла сначала, что это игрушка. Я думала, это кто-то в костюме Деда Мороза. Помните, Победа раньше делала такие акции. Кто в костюме Деда Мороза или Снегурочки приведет на борт. Кому что-то там что-то приятное. Какой-то бонус. Первый раз летим этой компании. Это лоукостер, называется Визейр. Здесь все по-простому, как на Победе. Очень многие страны летают, в Италию, Францию, там. Ну, очень многие, правда. Можете зайти на сайт, из Еревана много полетов, перелетов. Ну, сейчас посмотрим, как там. Я потом расскажу о своих впечатлениях. А сейчас мы ждем, когда нас пустят, ну, туда, на борт. Что-то рано они пропикали наши посадочные. Можно было внутри посидеть. Я еще болею, поэтому мне на холодине лучше бы я в бизнес-зале посидела бы еще. А так, конечно, странно. Еще не пускают внутрь самолета, а уже требуют, чтобы все пошли на посадку, типа ворота закрываются. Вот как есть, рассказываю. Все. Квест выполнен. Сейчас пойдем заселяться. В общем, мы уже немножко обжились. Вот так выглядит вход. Здесь удостоверение, значит, выданное владельцу апартаментов, что он имеет право сдавать их, что это его бизнес. Здесь барная стойка с кухней. Здесь такая гостиная зона, living room. Подключили Wi-Fi. Будем здесь смотреть YouTube. Кондиционер, кстати, есть. Ну, это актуально летом. Сейчас, в принципе, холодно. Такие вот аскетичные шторы. Аскетичная спальня. Такая минималистичная. Андрей там себе уже ночнушку приготовил. Ну, гардероб. Все, в принципе, больше показывать нечего. Я думала, будет покруче. Я думала, что за 700 евро в Софии. Дело не в размере. То есть она могла бы быть маленькая студия, но такая, знаете, комфортабельно современная и уютная. А здесь, ну да, площадь большая. Но у нас же не 20 человек приехало, чтобы на этой площади вот здесь вот в ливинг-руме сидеть. В общем, нужно пересмотреть мои подходы, наши подходы к выбору резиденции для остановки. Нужно радоваться все равно любым мелочам. Это из самолета, это из самолета. Такие салфетки. Это уже из duty free на выходе.
После паспортного контроля купили вина, чтобы отметить, это мои таблетосы. Ну и, в общем, как-то так. Мне доверили почетное право из этого графина разлить настоящего болгарского вина. Красивый очень графин. Надеюсь, сейчас он нам поднимет настроение. Вот так вот. А это наш маленький дружок. В Париже шел дождь, а в Болгарии идет снег. Вообще время для путешествия выбрано, конечно. Огонь. Вроде бы вот новые, да, дома такие современные, а здесь так бац. И не современные. Какая-то заброшенка. Друзья, привет! Как вы уже догадались, это видео о нашем путешествии в Болгарию. Болгария удивительная, замечательная страна. И если честно, я не ожидала получить от нее столько эмоций, впечатлений. И даже удивительно, насколько не совпали мои представления о Болгарии с тем, что я увидела в реальности. Это прекрасная страна, очень красивая, очень современная, очень чистая. И в Болгарии так много соборов, храмов, интересных мест, красивых улочек. И для меня это было абсолютно полным открытием, поэтому я полна впечатлений. Уже тороплюсь показать, как это было, и поделиться с вами этими эмоциями. Как мы попали в Болгарию? В Болгарию мы летели рейсом Wizz Air. Болгария является страной Евросоюза, но не входит в шенгенскую зону. Тем не менее, если у вас есть европейская виза, вы можете по ней заехать и выехать. У нас европейских виз не было, поэтому мы делали отдельно болгарскую визу для того, чтобы попасть в Болгарию. И, собственно говоря, вот и все. Вам, по сути, нужен билет, бронь апартов или отеля и болгарская виза. Что касается национальной денежной валюты, опять-таки, несмотря на то, что Болгария находится в Евросоюзе, у нее пока что в обороте не евро, а болгарский лев. Где же поменять болгарский лев в Болгарии? Ну, точнее, где поменять евро на национальную денежную валюту в Болгарии? Я рекомендую делать это в специальных таких обменниках, очень популярных, которые называются... которые называются Davex. Эти обменники пользуются спросом, они популярны, в них всегда очередь. Мы ходили в обменник, который расположен в крупном торговом центре Paradise. И, собственно говоря, там очень хороший курс, и у этих обменников хорошая репутация, поэтому я бы рекомендовала менять деньги там. Но они находятся не только в этом торговом центре, в других местах. Нужно зайти на сайт этого пункта обменного и посмотреть, где еще они расположены. Буквально в 2 шагах от нас огромный торговый центр, где есть абсолютно все, в том числе обменный пункт, кинотеатр. Идут фильмы на английском языке с дубляжом. Да, не с дубляжом, а с субтитрами на болгарском. Может быть, попадем. Если попадем, расскажу. В общем, сейчас меняем деньги, идем кушать и смотрим, работает ли Черная пятница в Болгарии. Это люди из метро сразу сюда поднимаются, как по Фимоле, короче говоря, как на Киевской. Сейчас пойдем посмотрим, что хотим. Очень вкусная еда, очень понравилось пиво. Пиво вот себе выделила бургаска, очень понравилось. Мы пробовали разные, старались каждый раз что-то новенькое. Вот бургаска очень понравилась, очень хорошая, очень достойная. Я даже не знала, что болгарское пиво такое вкусное и вообще абсолютно конкурентоспособно со всеми остальными пивоварнями мира. Кстати, если говорить о еде, ресторанов много, кафешек много, и нам очень понравилась ресторанная сеть Happy. И насколько я понимаю, это одна из самых успешных сетей ресторанов. У них очень много премий, у них очень хорошие отзывы. Там действительно вкусно, интересная кухня. И если я все правильно поняла, каждый месяц у них есть какое-то сезонное
меню. Ну, не в плане именно сезонное, а они меняют кухню. Там, допустим, в декабре мексиканская, в январе индийская, не знаю, в феврале вьетнамская, что-то типа такого, если я все правильно поняла. Мы попали в тот период времени, когда было меню с мексиканской кухней. Это было просто божественно. Это просто эти такосы, эти спринг-роллы, они просто непередаваемый восторг вызвали у нас, поэтому эту беседу я рекомендовала. Чили на расслабоне. А где Филипп Бедросович? Что-то не вижу его на музыкальных каналах. Да, что случилось? Где? Короткая юбка, каблуки, модные туфли. Тут, я думаю, Андрей смотрит прогноз погоды каждый день. Теперь все понятно, откуда метеосводки. Бульвар Витоша очень большой. Мы начали свой путь от Южного парка. И все, идем, и никак до центра не дойдем. Такие трамвайчики тут ходят. А мы на своих GG, на своих пешеходных тапках перемещаемся. Главный дворец культуры, так скажем. Здесь проходят все известные концерты, точнее, все концерты известных людей. Это мы в центре. НДК. Как переводится? Народный дворец культуры? Да? Хорошая площадь, и к ней примыкает парк. Вот станция метро. Сейчас мы пойдем по парку, ближе к центру. Хотим выйти в самый центр. Ярмарка еще полностью не открылась. Мы первые посетители, так сказать. У нас глинтвейн горячий. И нам очень хорошо. Оказывается, бульвар перетекает в пешеходную часть. И здесь так много магазинчиков разных, кафешек. Так здорово. Вообще очень красиво. Мне очень нравится. Мне, правда, София прям очень нравится. Реально. Вообще.
Европа такая, прям европейская Европа. И очень нравится, что понятны многие слова, что они пишутся на кириллице, что люди добрые, еда очень вкусная, как-то очень комфортно, спокойно и уютно. Вот, пожалуй, я давно не испытывала такого чувства умиротворения. Вот здесь вот прям как-то душевно хорошо. Tick-tack, tick-tick-tack, tack, tick-tick-tick-tick-tack. Болгарские вина очень вкусные. Сегодня пробуем. Ты уже попробовал? Нет. Из горла пил? Нет. Сегодня пробуем розе. Обещают ноты черешни, малины и горных лесных ягод. Такой у нас галстук. Все аккуратненько. Вот, красота. Тарелочки для закусочки. Принесли с собой из Хэппи то, что не съели. Морепродукты. И у нас есть красивые бокалы, которые нам оставил хозяин апартаментов, чтобы вечера наши протекали весело и не скучно. Ну все, погнали в веселый вечер. Итак, открываем в первый день зимы Make-up адвент-календарь. К нам едет Christmas Express. Вау! Супер! Вот такой вот поезд. В вагончиках какие-то косметические средства. Как красиво сделано. Супер! Ну что, в путь. Знаменитая желтая площадка. Сейчас по ней прогуляемся. Здесь такая улица получается с магазинчиками, со всякими лакшери. Филипп Плейн, Макс Мара, Армани, много разных. Сегодня мы вышли тоже из центральной станции метро Сердика, но немножечко с другой стороны. Здесь очень много выходов, и я просто поражена и впечатлена, что здесь их так много. Есть везде эскалаторы и, если что, лифты. Везде есть, у каждого входа-выхода. Вот народное собрание. Мы вчера вот мимо него как раз шли, гуляли туда вглубь, внутрь. А сейчас пойдем немножечко по другому маршруту. Вернемся к бульвару Витыша. На что еще обратила внимание, это на то, что очень удобная инфраструктура для маломобильных граждан, что даже ну, как бы в стареньких переходах есть старенькие лифты, то есть есть человек пожилой или у него проблемы с тем, чтобы подниматься, спускаться по лестницам, это все предусмотрено. Очень удобное метро, тоже предусмотрены эскалаторы, и
ну, по сравнению, допустим, с той же самой Францией, с Парижем, где я была буквально там за несколько недель до поездки в Болгарию, меня это впечатлило, потому что в Париже те станции метро, которые я заходила, они были там в центре, рядом с оперой, и ты такой спускаешься по лестнице уже, блин, как бы, когда эта лестница закончится, там такие еще ступеньки крупные, то есть не маленькие. А здесь всегда можно воспользоваться эскалатором, лифтами, и лифты предусмотрены в очень многих зданиях. Вот это порадовало. Я на это всегда обращаю внимание, мне это очень важно. Сейчас поедем в центр. Купили билетики. Пойдем по эскалатору спустимся. Красивая очень станция. Билетик так вот выглядит. 1,60. Ну, это, грубо говоря, 1 евро. Везде есть эскалаторы. Везде. Сердика. Центральная станция. Это грамотно, мне нравится. Когда поезд подходит, вот эти штуки поднимаются. Да, ну просто вот эта история, когда человек шагнулся, там указывал, что плохо стало. Это надо тоже нам такое везде. Потому что бывает, что действительно очень много эпизодов из-за неосторожности, к сожалению. А здесь поезд подходит, эти решетки поднимаются, опускаются, и можно зайти в двери. Здесь пешеходная часть. Для машин трафик закрыт, только для трамвайчиков.